Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы вспомним о лекарстве, которое применяли еще в СССР. И помогает оно при 11 проблемах со здоровьем. И речь пойдет об обыкновенных горчичниках. Сейчас зима, сезон гриппа и простуд. Иммунитет у большинства людей ослаблен ввиду скудного рациона питания, закисления организма, загрязненной экологии, а также велико негативное воздействие стресса на иммунную систему. А мы практически постоянно живем в состоянии стресса. На фоне всего вышесказанного ослабляется иммунитет, и человек начинает часто простуживаться и болеть. Следствием простуды чаще всего является кашель. Конечно же, можно пойти в аптеку и купить дорогостоящие сиропы и таблетки от кашля, которые не всегда дают положительный эффект. А можно все в той же аптеке купить обыкновенные горчичники и при помощи именно горчичников справиться с кашлем. И стоят они сущие копейки. Итак, чем же так хороши горчичники, которые были чуть ли не панацеей от кашля и не только, еще в Советском Союзе? Горчица как целебное растение применялась в народной медицине уже в первых тысячелетиях нашей эры, в Древней Греции и Риме. Я думаю, вам будет интересно узнать, что горчичники, в том виде, в котором мы их привыкли видеть, еще во времена своего детства, были изобретены в 1866 году французским фармацевтом Жаном Полем Риголо. Горчичники – это препарат с местным болеутоляющим, противовоспалительным и раздражающим действием. Лечебное действие горчичников обусловлено тем, что действующим веществом в семенах горчицы является гликолиз-синегрин, который в присутствии воды расщепляется на сахар, кислую сернокалиевую соль и аллиловое горчичное масло. Именно это масло является причиной специфического запаха и жгучего вкуса горчицы. При соприкосновении с телом горчичное масло вызывает раздражение кожи, вследствие чего происходит прилив к этому месту крови, а усиленное кровообращение снимает боль и воспалительный процесс. Горчичники бывают двух видов. Это плотные листы бумаги размером 8 на 12,5 см, покрытые слоем горчичной смеси, и бумажные пакеты, разделенные швами на 4 ячейки. В каждой ячейке находится по 3 грамма горчичного порошка. Чаще всего горчичники применяют при кашле. Они зарекомендовали себя как очень эффективное и недорогое средство. Лечебные свойства горчичников помогают при простудных заболеваниях, лечат болезни дыхательной системы, снимают воспаление легких, устраняют кашель, справляются с ларингитом, лечат гайморит, снимают местную боль, облегчают состояние при радикулите и остеохондрозе, уменьшают боль при ушибах, растяжениях мышц, разрывах связок. Для того, чтобы использовать горчичник, его всего-то нужно окунуть в хорошо теплую воду и приложить на определенное место горчицей к телу, накрыв горчичники сверху полотенцем и укутав болеющего одеялом. Держать горчичники нужно от 5 до 15 минут. При появлении красноты лечебный эффект считается достигнутым. Не стоит усердствовать при применении горчичников. Если их передерживать на коже, то можно получить ожог. Если вы применяете горчичники в виде листов, то после применения, когда сняли горчичник, не забудьте стряхнуть или смыть смоченной в хорошо теплой воде салфеткой остатки горчицы с кожи. При применении пакетов никаких дополнительных действий не требуется. После того, как сняли горчичники, нужно хорошо укутаться в теплое одеяло и выпить горячего чая с лимоном или малиной. Как и куда ставить горчичники? При воспалении легких, при плеврите, при сильном кашле и при бронхите врачи рекомендуют ставить горчичники на спину между лопаткой и позвоночником слева и справа, а также в подлопаточной зоне. Они отлично помогают и при затяжном, и при сухом кашле. Одним из противопоказаний к применению является повышенная, более 37,3 температура. Лучшим временем для применения горчичников считается заключительная стадия болезни после нормализации температуры.
При появлении первых симптомов насморка вечером за 2 часа перед сном приложить смоченные в хорошо теплой воде горчичники на пятки, закрепить их, обернув хлопчатобумажной тканью или бинтом и сверху, надев шерстяные носки, лечь в постель. Через 1-2 часа горчичники снять. Если есть остатки горчицы, смыть их теплой водой, вытереть ноги насухо, надеть шерстяные носки и лечь в постель. Данным способом удается избавиться от насморка и заложенности носа за 1 день, и вы проснетесь утром здоровым. Также в первые часы после появления насморка вылечить насморк удается прогреванием ног. Проще говоря, нужно попарить ноги. Для этого в тазик с хорошо теплой водой добавляют 100 грамм поваренной соли и 100 грамм порошка горчицы. Хорошо все перемешивают и опускают ноги в таз, укрыв бедра и колени шерстяным одеялом. Температура воды должна составлять 40 градусов. При необходимости горячую воду можно подливать, только аккуратно, чтобы не обжечься. Когда ноги покраснеют, вытираем их насухо, надеваем шерстяные носки и ложимся спать. Предостережением при применении прогревания ног является то, что когда будете подливать горячую воду в таз, ноги нужно вынуть, подлить горячую воду, а потом опять опустить ноги. Длительность процедуры составляет 15-20 минут. Если у вас ларингит, воспаление горла, горчичники ставят на шею, выше грудной клетки. При начинающейся простуде горчичники ставят на подошвы ног. Применяют горчичники при межреберной невралгии и радикулите. В этом случае их ставят на поясничную область. Если беспокоит шейный радикулит, на заднюю часть шеи. Возможно, не все знают, но горчичники можно применять при гипертонии. При высоком давлении врачи рекомендуют ставить горчичники на пятки или икры ног. Действие горчичников помогает перераспределить поток крови. Такая процедура приносит значительное облегчение. При мигренях горчичники ставят на область затылка. При невралгиях, остеохондрозе, миозите, миалгии, растяжении связок, ушибах мягких тканей горчичники ставят непосредственно на болезненное место. Противопоказаны к применению горчичники при острых состояниях респираторных заболеваний, астме, повышенной чувствительности к препарату и опухолевых заболеваниях. Также их нельзя применять на коже в местах проявления кожных заболеваний, при открытых ранах, переломах, при кровотечении легких, туберкулезе, при сильном истощении и судорогах. Осторожно к горчичникам нужно относиться аллергикам, так как они могут стать причиной аллергии, так как в них содержится эфирно-горчичное масло. Что же касается детей, то детям горчичники ставят очень осторожно, чтобы не вызвать ожог кожи. Для этого их накладывают на сложенную вдвое марлю, предварительно смоченную в хорошо теплой воде, или сложенную вдвое марлю размером чуть больше горчичника смачивают в растительном масле, затем отжимают и эту марлю прикладывают на место применения горчичника, и уже сверху этой марли прикладывают горчичник, смоченный в хорошо теплой воде. При таком применении ожога не будет, а будет легкое покраснение, которое может еще оставаться и на следующий день. Единственное неудобство при применении горчичников через марлю, смоченную в растительном масле, это процесс подготовки к такой процедуре. Но он того стоит, так как нужно подготовить дополнительную воду для смывания масла с рук и дополнительное старое полотенце, которое потом не жалко будет выбросить, чтобы накрыть им горчичник. Также нужно приготовить старую ветошь, чтобы было удобно вытирать руки. В случае применения горчичников таким образом время применения можно увеличить до 15-20 минут. Так происходит дополнительное глубокое прогревание, и кашель быстрее проходит. Я своей дочке, когда она болела, ставила горчичники именно через марлю, смоченную в растительном масле. Среднее время процедуры без применения марли 10 минут, но если ребенок жалуется на сильное жжение, то время можно сократить до 5-7 минут. Горчичники детям лучше всего ставить вечером, чтобы у ребенка перед сном было время откашлять отходящую слизь. Несомненно,
Велика польза от применения горчичников, и если их правильно применять, то можно получить эффективный и быстрый результат, ведь их лечебное действие проверено временем. Итак, сегодня мы вспомнили о таком прекрасном препарате, как горчичники. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока!